ты здесь делаешь, ублюдок? Отряд свой прикрываю! Ясно. Фанатик сраный. Твое командование отвело войска отсюда! А ты решил в героя поиграть? Самый отчаянный в своем сраном отряде, я так понимаю. Отбросом это не понять! Ну что ж, собаке собачья смерть. Уж лучше жить бездомной хромой собакой, чем быть такими, как вы. Слышь, ты, хромой бездомный воин света, иди-ка сюда, я тебе участь облегчу. Рано! Я еще не всю нечисть здесь вычистил. Ну, кому-кому, уж, а вам, фашистам, про нечисто виднее. Это мы-то фашисты? Ты ничего не перепутал, биомусор? На что это ты намекаешь, мразота? Это мы, что ли, мирняк долбим? Мы жилые дома минируем. Это мы накрываем целый квартал реактивами при малейшем подозрении, что где-то там, может быть, есть враг. Мы пленных бойцов пытаем. Мы через теплак стреляем без разбора по всему, что движется. А сколько грибников сгинуло, а? Вы ведь святые, помимо всего прочего, еще и выжираете все на своем пути. Это твои блогеры тебе все рассказали? Ты хоть что-то из того, что перечислил, своими глазами-то видел? Чего молчишь-то? То есть ты, как маленький наивный ребенок, веришь во все подряд? Любую информацию считаешь за правду, если она тебя устраивает, разумеется. Так ведь проще, не так ли? Зачем думать, напрягать свои... Хотя... Ведь это за тебя сделали, не так? Что ты там строишь из себя, а? Все про вас, уродов, знают. Как вы себя ведете, как и чем воюете. Полмира за нас стоит. За экранами телевизоров-то? Да хоть бы так! К нам хорошо относятся почти все цивилизованные страны. Каждый раз, когда мы заходим в населенный пункт, гражданские к нам навстречу бегут. Чуть ли не с караваями встречают. Спасибо, освободители, кричат. Или ты сейчас все выдумываю, а?
Сказочный ты все-таки дегенерат. Почти все цивилизованные страны. 2? Что, опять слышал звон, да не знаешь, где он? Или ты, может, сам ходил, перепись вел своих псевдосторонников? А что касается людей, которые радостно вас встречают, то это единицы, которые не ушли вместе с нами. Эвакуироваться не захотели. А то, что ты, дебил, подумаешь, что мы гражданских силой с собой увозим. Да и что им еще остается делать? Кроме как подыгрывать вам, лишь бы вы их в покое оставили. Псевдосторонники? А почему это псевдо, интересно? Переобуваются быстро. Выбирают ту сторону, которая более модная, а не тех, с кем они разделяют взгляды. Взгляды? Серьезно? Во все времена, во всех конфликтах была сторона, за которой стояла правда, чьи намерения были благими. Война, она и есть война. Со всей своей красотой и ужасом. И ни один боец не пойдет в атаку, если он не уверен в своем правом деле, за которое он сражается. И какие бы благие намерения не были у любой из сторон, все совершают преступления. Ну, в вашем случае, конечно. А наемники? Какое у них правое дело? Так ты это у своих спроси. У вас их жопой жевать, не переживай. Ага. Вот только неизвестно, с чьей стороны их больше. Не путай! Все же, никогда не перестану поражаться тому, что мотивирует вас снова и снова идти в бой. Ведь наше правое дело в этом конфликте-то очевидно. Правда у каждого своя. Я, например, не сомневаюсь в нашей правоте. Однако и вас что-то толкает идти вперед и не сдаваться. Стало быть, вы себе придумали свою правду. Но истина-то одна. Стало быть, у нас разные взгляды на одни и те же вещи. Вот так все просто. Или наоборот, слишком сложно. Нет, мы хорошие, вы плохие. И все, точно. Какая бы правда ни была, мы оба здесь готовы умереть за нее. Ну, каждый за свою получается. И взять в руки оружие, довести свое дело до конца, победить. Это дорогого стоит, не так ли? Для этого ведь нужно быть сильными не только физически, но и морально, и, быть может, духовно. Вот только сила духа-то из ниоткуда не возьмется. И тут уже вопрос мотивации. Для кого-то это правда, для кого-то деньги. Сколько бойцов останется, что с твоей, что с моей стороны, если убрать всех, кто тут из-за денег? Если убрать всех, кто получает финансовую выгоду от этого конфликта, то, может, и войны бы не было. Войны, говоришь? Да, причем по ходу любой. Кому-то запудривают мозги, кому-то платят, а кто-то идейный. Ну а другие берут в руки оружие от безысходности. Вот так и появляется твоя любимая правда. Ну, да. А что ты хочешь? Такие, как мы с тобой, всю жизнь работают, чтобы накопить на машину, квартиру или дом. Дачу, например. Для людей же, неограниченных финансово, наши с тобой цели — это простая обыденность, не требующая особого внимания. И они пытаются перейти на ступень выше, обрести власть. А теперь представь людей, имеющих и деньги, и власть. Им не интересно то, к чему мы можем стремиться всю жизнь. У них ведь есть все. Все. И им становится скучно. Их можно понять. Они начинают играть в игры совершенно другого уровня. И иногда эти игры приводят к вооруженным конфликтам. Но это лишь становится началом новой игры. Они варят кашу,
Мы ее расхлебываем. Просто потому, что они это могут. Считаешь это нормальным? А не важно, что считаю я. Что считаешь ты? Да и другие люди. Все мы пешки на этой шахматной доске. Там... Ну, это другой уровень, понимаешь? Они заправляют жизнью, нашими жизнями в том числе. Они влияют на законы, на налоги, на правила, на устой, на все, чему мы подчиняемся. И это нормально, как ни странно, так и должно быть. Кто-то имеет все, кто-то ничего. Никто нам не обещал, когда наши души зарождались на этой планете, что все будет равно и справедливо. Кому-то повезло, кому-то не очень. Кто-то поднялся, а кто-то спился. Все мы уникальны, не похожи друг на друга. Каждый строит свою жизнь по-своему. Иначе, вот какой был бы смысл в нашем существовании? А я не считаю это правильным. Все мы приходим в этот мир одинаковым, с чистой душой. Никаких жестоких мыслей, никаких замыслов. Всех нас любят, растят, заботятся, учат, одевают. Отдают самое ценное — время. Всех! За редкими исключениями. И ради чего? Ради одного момента, когда ты должен будешь сдохнуть героем. Почему нельзя просто жить? Просто жить. Мы все существуем один раз. Все без исключения. И это столько возможностей, столько всего интересного. Нам посчастливилось родиться людьми. Человек ведь это единственное разумное существо. Мы можем... Да практически все мы можем. А по факту что? Подростки в депрессии выпрыгивают из окон. Наркоманы долбят до последнего. Бухие мрази садятся за руль и сбивают кого-то. Преступления, халатность, невнимательность. Да твою мать! Мы принимаем нашу жизнь как данность и как что-то простое, очевидное. И не задумываемся, что когда она кончится, то для нас закончится абсолютно все, и ничего уже никогда не будет. Почему нельзя просто жить, радоваться и пользоваться этим мгновением на все 100? Сколько сил и ресурсов тратит каждая страна на свою обороноспособность. А теперь представь, если всю эту энергию направить на медицину, например. Каких результатов бы мы достигли? Сколько безнадежно больных было бы спасено? Или вот, искусственно созданный иммунитет от большинства вирусов. Как тебе? Ну вот и кому было бы плохо, если бы весь мир занимался действительно важными вещами? Но нет. Вместо этого мы тратим ресурсы на оружие, которое рано или поздно начинает стрелять по нам же. Ну так, эстетика оружия берет свое. Все мы смотрели в детстве боевики. Как это красиво, круто. Все это откладывается в мозгах. И через года появляется возможность стать тем самым крутым парнем из телека. И пошло-поехало. Ты втягиваешься. И спустя какое-то время уже не можешь без своей работы. Появляется адреналиновая зависимость, что ли. И людям это нравится. Понимаешь? Вот тебе нравится? Ты там подох, что ли? Только после тебя. Вот так и получается, братан. Это жизнь, и она очень сложно устроена. Сложно и интересно. Но ничего, недолго нам всем осталось. Скоро мы узнаем, зачем все это было. Какой смысл и кто был прав. Выспимся вдоволь, отдохнем и, наконец, получим ответы на все вопросы.
Арта скоро накроет это место. А у нас проблема. Нерешенная проблема. Решим ее по-мужски. Как полагается крутым парням из телека. Никаких подручных средств. Только ты, твоя физическая подготовка и вера в свое правое дело. Закончим нашу главу здесь и сейчас. И кто-то из нас вернется героем, а кто-то к семье. Удивительно. Всем живем после рождения, живем в преддверии смерти. Где-то между просто существуем. Это Бог отложил газету и решил взглянуть, как мы тут. Посмотрел и заплакал. Величие истории зависит от того, сколько крови она пролила. Ладно. А знаешь, что самое страшное? То, что твои дети будут расти без отца. Если бы сейчас за нами кто-то наблюдал со стороны, то он не понял бы, кто из нас кто и за что воюет.
Слава России. Ты чё наделал? Спас тебя вообще-то? Че я наделал? Тело мое ты спас, а не меня. Это претензия? Ладно, в следующий раз не буду. А следующего раза и не будет. Простая обыденность, не требующая особого внимания. И они перейти пытаются, блядь, это уже